Интересную картину на библейский сюжет написал в 1562 году бельгийский художник Питер Брейгель. Называется эта картина «Самоубийство Саула» или «Сражение на горе Гилвуйской». Но необычная эта картина отнюдь не самим сюжетом, описывающим самоубийство первого израильского царя Саула из-за поражения в этой битве от войска филистимлян, а некоторыми достаточно интересными фигурами на заднем плане. Конечно, большинство официальных историков уверенно скажут вам, что это воины филистимлян едут на верблюдах. Они ведь так любят кичиться своей ученостью и знаниями в области истории, объявляя всех других людей, не имеющих знаний исторических наук, как минимум некомпетентными, но вполне могут приписать себе и лавры специалистов в области биологии, лишь бы трактовка событий не противоречила официальной версии истории, написанной в школьных и вузовских учебниках и преподнесенной нам как истина в последней инстанции, которой и принадлежит строго придерживаться историкам, чтобы не рисковать своей научной карьерой. И я, конечно же, не историк и не биолог, но и любой другой адекватный человек, не страдающий при этом абсолютной слепотой, вам уверенно скажет, что животные, на которых едут эти воины, имеют вполне определенные отличия от верблюдов, не только формами тела и длиной явно змеиной шеи, но и сильно выделяются размерами на фоне всадников на лошадях и пеших воинов. Это хорошо видно при сравнении пеших и конных фигур воинов с теми, которые едут на этих необычных животных. И, конечно же, для простоты сравнения можно совместить фигуры этих животных с фигурами наступающих верблюдов. Получается, что в войне филистимлян использовались боевые динозавры. Я думаю, что специалисты могут легко определить их вид, но дело в том, что официальная наука старательно пытается нас убедить, что динозавры жили задолго до появления человека. И вот для поддержания этого псевдонаучного мифа десятки тысяч изображений человека с динозаврами на камнях Икки, а также на глиняных фигурках Акамбаро объявлены официальными историками подделками и новоделом, даже несмотря на данные независимых экспертиз по датировке этих артефактов. И вот мы видим, что художник 16 века изображает на картины с библейским сюжетом одомашненных динозавров, которые, как и лошади, принимали участие в войнах в древности. Конечно, официальные историки могут посетовать на богатую фантазию автора картины, но позволю себе задать еще один вопрос. Как это человеку 16 века удалось так точно изобразить один из видов динозавров, если опять же, согласно официальной истории, открытие динозавров произошло только в начале 19 века, когда преподаватель геологии в Оксфорде Уильям Бэкленд доложил на собрании Королевского геологического общества о находке в 1815 году в юрских сланцах графства Оксфордшир нескольких костей нижней челюсти допотопного животного, которое было идентифицировано как огромный ящер. Получается опять же какое-то противоречие. Если у гигантских древних ящеров человечеству стало известно только в 1824 году, то как мог подобное животное столь точно изобразить бельгийский художник в 16 веке? Или, может быть, в те времена людям было известно многое из того, что сейчас столь тщательно от нас скрывают, за гигантской кучей фальсифицированных псевдоисторических трудов. И это предложение гораздо более вероятно, чем смехотворные потуги традиционных историков разрешить это явное противоречие, столь старательно переписаны и откорректированы на протяжении нескольких столетий в интересах определенных сил так называемой официальной версии истории. Вот только на беду всех этих фальсификаторов еще далеко не все люди разучились пользоваться своими собственными мозгами и самостоятельно проверять якобы доказанные исторические факты. А потому неудобные вопросы к официальным историкам только продолжаются. Ну а что считаете вы? Является ли картина подделкой, либо новоделом, а может доказательством действительного?